Ну ты там скоро, не? Ты можешь замолчать хоть на 5 минут? Буэнос-Айрес, Бука. Чем могу помочь? Алло, Гари, вы уже уехали? Нет. Фух, тогда можете не уезжать. У нас погибло 2 участника в шахте, и их нужно откопать и оживить до начала испытания. А с чего это должен я кого-то там откапывать? А ты знаешь еще буквы, которые могут полночи заняться этим? Так, при этом еще и находиться в 3 шагах от пещеры. Ладно. Буэнофо... Эй, я еще не закончил! Кажись, утром меня не будет. Так что Встреча особого участника лежит на ваших верных плечах. Но... Удачи! Чё сказал? А для чего нам это? Идиот! Как ты собираешься без этого этих объектов искать? А? Что-то хотел. Что? Уже? Может, можно еще как-то недельку подождать? Хорошо, хорошо. Я тебя понял. Можешь хотя бы точное время сказать? Эй! Эй! Ай, ладно.
Ой! Здрасте, мистер Гальфонс. Извините, если заставил вас ждать. Ничего. Прошу вас за мной. О, здрасте, здрасте. Уже вернулся? Привет, Ярак. Да, с командировкой покончено. Теперь вот Буку подменяю, пока он с офисными делами разбирается. Кстати, тебе он случаем никаких указаний не передавал? А, да, передавал. Но мы уже все сделали. Специальный гость уже ждет в зале ожидания. А также все помершие участники воскрешены. Оу, у нас уже погибшие были. Ну, ладно, тогда, думаю, скоро можно будет начинать. Если что, я в кабинете Буки. О, ты уже проснулся? Все хорошо? Мне жаль, что ты не успел выбраться из пещеры. Может, хочешь все обсудить? Чувак, иди куда шел. Нам нечего обсуждать. О, ладно, но если хочешь поговорить, то я всегда тут. Привет, Тканя! Как ты? У меня все хорошо, как видишь. Рада тебя видеть. А, привет! Я так рад, что у тебя все хорошо! О, спасибо. Тебя же Зам зовут? Да, а это Линейкич. Я, если что, Тканя. Кстати, вижу, тебе подлатали лопат. Да, верно, помогла. Может, она сможет мои царапины убрать? Не трожь их! Они же дополняют тебя! Скажешь еще. Сам-то целый везде. Ой, я хорошо поспала. И даже несмотря на то, что я спала всего 4 часа. Да, была очень увлекательная игра с тобой в города до часу ночи. Я поверить не могу. Как ты смогла запомнить название всех городов Филактерниума? Так еще и почти все города Долтека, В интернатуре для психологов. А вы где учитесь? Ну, как сказать? Мы даже школу толком не окончили. Да и наш отшельничий образ жизни нас устраивает куда больше, чем жизнь в городах. Вливаться в общество, политика, экономика. Блэ. Ого, интересно у вас, однако, образ жизни. Стар? Чего застыла? Ой, прости, задумалась. Кстати, а кто тут у нас? Тканя, привет! Привет, Стар, как дела? Ой, у меня все замечательно, просто отлично. Я бы даже сказала тувы-бье. О, ты знаешь Волбенский? Да. Кстати, тебя же Лопат зовут? Да. Приятно познакомиться. Я Стар. Надеюсь, мы с тобой подружимся. Линейкич, у тебя все в порядке? Да, все хорошо, Зам. Я просто задумался. Ладно. Зам, мне нужно тебе кое-что рассказать. Знаешь, я сегодня много думал о том, что может с нами случиться на испытаниях, да и вообще. И я просто хотел... Нет, не так. Ты мне очень дорог, и если со мной вдруг что-то случится, я хочу, чтобы ты знал, что для меня твое благополучие и безопасность дороже всего. Мне нужно, чтобы ты был более внимательным и смог постоять за себя, если вдруг меня рядом не окажется. Понимаешь? Тогда мне тоже нужно кое-что тебе сказать. Я тоже хочу, чтобы ты берег себя, Линейкич. Ты мой лучший друг. Я не хочу, чтобы ты рисковал чем-то ради меня. Идиоты. Так доверять друг другу — самоубийство. Как хорошо, что я не обременена такой слепой.
Привязанностью. Ты еще кто? Доброе утро, участники! Рад впервые с вами встретиться. Меня зовут Твердый, я второй ведущий БЗТЗ, и сегодня буду проводить ваше новое испытание. А что с Букой? Ему пришлось задержаться в офисе. Можете не переживать, в курс дела меня вели. Так что БЗТЗ продолжится в том же ритме. У кого-нибудь есть вопросы? Отлично, тогда мы можем представить вам нового и последнего участника БЗТЗ. Думаю, многие из вас его и так уже знают. Итак, барабанная дробь. Знакомьтесь, мистер Гальфонс. Мистер Гальфонс! Вы чего так орете? Добрый день. Можете называть меня просто по имени, Пробирыч. Я очень рад участвовать с вами в битве за тонну золота. Здравствуйте, Пробирыч! Меня зовут Стелла Аристар. Я большая фанатка ваших работ. А я Дана Зуба. Я еще большая фанатка ваших работ. А как вы сюда попали? А это правда, что вы работаете над новым прорывом науки? Какой ваш любимый цвет? Хотите вместе с нами проходить испытания? Было очень приятно познакомиться с вами, девушки, но у меня есть незаконченные дела, не требующие отлагательств, так что прошу меня извинить. Девочки, а к чему все это было? Как это к чему? Ты что, не знаешь, кто такой мистер Гальфонс? Я, если честно, не очень хорошо ваших знаменитостей знаю. Кстати, мне вот тоже интересно, кто такой этот ваш Пробирыч? Если коротко, то Пробирыч очень известный ученый филактерниума. Многие его открытия стали прорывом в исследовании природы объектов. В общем... Он очень уважаемая личность. Да. Что же, теперь прошу всех за мной. Добро пожаловать в зал исключения. Тут мы будем подводить итоги голосования, выдавать заработанные вами призы и исключать участников, набравших больше всего голосов. Прошу прощения заранее, если все пройдет не так гладко, просто я никогда не проводил исключения без Буки. Что же, давайте приступим. В голосовании мы набрали 715 голосов. Меньше всего набирает зам, он набрал всего 31 голос, и по правилам нашего шоу тебе дается возможность выбрать любой реквизит с испытания. Поздравляю, зам. Спасибо. Напоминаю, что ты можешь забрать только один предложенный реквизит, тебе лишь остается выбрать какой. Думаю, тут выбор очевиден. Я выбираю кольцо бога исцеления. Хороший выбор, держи. Заодно возьми инструкцию по применению. Там есть много нюансов, с которыми ты должен ознакомиться. Оу, хорошо. Спасибо. Следующая у нас Зуба, набравшая 55 голосов. Поздравляю. Молодчина, Зуба. Кстати, Твердый, я же на испытание алмаз нашла для того, чтобы колесо фортуны крутить. О, хорошо, принеси его мне. Хорошо, только... Стар, куда ты его положила? А его разве не ткань должна была охранять? Так, ткани же... А что делать, если мы его потеряли? Ну, видимо, не судьба. Но это не так важно. Все равно для таких испытаний обычно муляжи используются. Ладно, что-то мы отошли от темы. Дальше у нас идет старая ткань, набравшая каждая по 64 голоса. Мои поздравления. Да! Линейкич, ты получаешь 89 голосов. Поздравляю. Эй, что-то не так? Ты спасен, Линейкич. Да. Ух, повезло. Остается финальная двойка, гвозди и шляпка. И шоу покидает... Шляпка, она набирает 297 голосов. К сожалению, ты покидаешь наше шоу.
Да, как неожиданно. Ну ладно, было интересно полазить по вашим пещерам, выслушивать нытьё Буки и прочее. Шляпка, стой, подойди ко мне. Ну что еще? Сейчас будет заварушка. Ты что-то хотел? Повернись лицом к участникам. Шляпка, ты исключена. Ты будешь подвергнута окаменению. Линейкич, что происходит? Сон, что вы делаете? Твердый, останови это! Я не знаю, как Бук утешал прошлых участников, поэтому могу лишь сказать, рядом с этим залом есть особая комната. Там вы можете общаться со статуями окаменевших товарищей и... Исключение окончено. Мы дадим вам время на то, чтобы обдумать это все. Так, подождите, что у вас с лицами? Что-то не так? А как нам еще реагировать? Они обманули нас и теперь будут превращать нас в камень. Стоп. В смысле обманули? В прямом. Откуда нам было знать, что нас будут исключать таким образом? Все с вами ясно. Вы вообще читали мелкий шрифт? Мелкий шрифт? Так и думал. Что же, вам стоит внимательнее читать документы, которые вы подписываете. И что теперь? Нам просто смириться с обращением в камень в каком-то тупорылом шоу? Вам стоит успокоиться и ознакомиться с деталями документа. У меня есть с собой копия. Скоро принесу ее. Исключение будет проводиться путем обращения в камень. Из каменного состояния участник будет освобожден сразу после завершения шоу. Ваше мнение? Раз так, думаю, нам не стоит так сильно переживать из-за этого. Не могу поверить, что упустила это из виду. Спасибо за объяснение, Пробегач. Да-да, всегда пожалуйста. Внимание, участники! Добро пожаловать на место проведения второго испытания! А еще спасибо за вашу лояльность после исключения. Да ничего, Твердый. Ну и что там по поводу испытания? Сегодня вам предстоит сфоткать лунный цветок для моей коллекции, но сделать это будет ой как непросто. Чтобы добраться до поляны, где он обитает, вам нужно преодолеть этот лес. В нем вас ждут различные препятствия, в число которых входят рвы, болота и самое страшное, мутировавшие объекты, привезенные с планет, на которых матрица жизни работает недолжным образом. Эти существа будут пугать вас, подстерегать и делать все для того, чтобы выгнать вас из леса. Тот, кто первый сфоткает цветок, победит. К испытанию для вас подготовлены фотоаппараты, можете их взять. О, фотики! Берегись, лес. Зам с фотоаппаратом идет к тебе. Можете приступать к испытанию прямо сейчас.
До самого начала было понятно, что он какой-то ненормальный. Таких объектов обычно еще называют этими... Как их там? Бандитами? Можно и так сказать. Кстати, насчет ненормальных. Что вы думаете про Зама или Линейкича? Ну, они вроде хорошие. Мне тоже они кажутся неплохими ребятами. Да и Лопат, который теперь с ними тусуется, тоже неплохой парень. Лопат единственный из этой троицы, кто хоть чего-то стоит. Почему ты так думаешь? Ну как это почему? Они же оба беспризорники, немногим лучше того же Гвозди. Ни образования, ни воспитания. Не понимаю, почему Лопат вообще с ними водится. Ого, ну, мне кажется, это немного категорично. Просто мне кажется логичным, что такие объекты, как Зам или Линейкич, ни к чему хорошему не приведут. Так что я бы вам посоветовала пересмотреть приоритеты. А Лопат? А что, Лопат? Думаю, из нас троих ты лучше его знаешь. Не так уж и хорошо. Мы совсем немного пообщались после того, как пришли подавать заявки в БЗТЗ. Он показался мне хорошим, скромный, задумчивый. Вот и я так же думаю. Воспитанный, образованный, тихий. Из всей этой троицы только он стоит твоего внимания, Тканя. Поверь, хорошо, что вы общаетесь. Стойте. Я что-то слышу впереди. Двигаемся аккуратно. Это одно из тех существ, о которых говорил Твердый? Наверное, но он не выглядит таким уж страшным. Сонтик, как... отпусти, отпусти, отпусти! Почему? Почему меня не исключили? Может, он ошибся? Хотя нет. Учитывая, что он мне показывал, ошибаться явно не его стиле. Может, он не про сегодня? Получается, тогда завтра... Ай! Ты не ушибся? Ребята, можете подойти? Ага. Интересно. Выруби его, выруби его! Что это, черт возьми? Здрасте. Бегите, я его отвлеку! Но мы же команда. Беги! А? Ребят, я понял, этот светофор не хочет нас убивать, он просто пытается нас напугать. Чего? С чего ты взял? Сами смотрите. Ну давай, и что ты мне сделаешь? Помогите! Может, убивать он нас не хочет? Зато вот выгнать из леса он точно не против.
Что за... И это то, что должно напугать меня и прогнать из леса? Давай, нападай! Ну и где же ты? Столько меня преследовало, теперь взял и исчез куда-то. Ха, получилось. В общем, как и всегда. Фух, оторвались. Больше не экспериментируй так, Лопат. А то после таких забегов мои ноги не то чтобы рады. Простите. Ого, болото! Помнишь, рядом с нашей деревней тоже болото было? Ага. Эй, Лопат, а ты чего не идешь? Я вас догоню. Ой-ой-ой! Зам, беги без нас. Мы тебя догоним. Да и спустя столько времени я не смогла достичь их уровня, как бы ни старалась. Это печально. Не унывай, Зуба. Я уверена, что у тебя все наладится. Кстати, о тенях. Что вы думаете о шляпке? Просто я как-то сегодня наблюдала за ней. Так она вообще какая-то абстрагированная была от всего. Только наблюдала за всеми. А на исключении ее поведение вообще противоречило ситуации. Ее буквально превращали в камень. Она даже пальцем не пошевельнула. Что скажете? О, привет, Стар! Привет, Сам. Ты тканью из зуба не видел? Ну, вроде нет. Девочки! Черт. Ладно. Видимо, в этот раз без вас.
А потом Галли мне такой: все вы дальние буквы одинаковые. Не, ну ты прикинь. Мне кажется, Галя это не со зла говорит. А из-за чего? Он только ищет повод наорать на меня. Галей просто не понимает тебя. Для него твое поведение чуждо. Не забывай, что он в столичной галактике родился. Оу, ты, кажется, заблудился. Надо было бежать в другую сторону. Что за ужас там в лесу? Ты имеешь в виду монстров? Я вроде говорил, что они часть испытаний... Ой, Гвоздя, можно я? Как ты это нашел? Свалилась на меня хрен пойми откуда. Чё это вообще? Да так... Не хочешь вернуться к испытанию? А можно? Можно, конечно, но успеешь ли? Уже немало времени прошло с начала испытания. Да, я думал, будет сложнее. Что? У тебя тоже не вышло. Да. О, Стар, ты можешь помочь мне кое с чем? Да, конечно! Так как нас тут только двое, кто-то из нас должен попробовать держать цветок, а другой сфотографировать его. И чтобы все было честно, давай вытянем жребий. Тот, у кого выпадет целая палочка, будет держать цветок, а тот, у кого сломанная, фотографировать. О, хорошо, это очень любезно с вашей стороны. Ну, повезет в другой раз. Ну ничего, в любом случае я буду очень рада помочь вам. Давайте закончим это. Попался! Где цветок? Он живой? Ага, за ним. Нет, нет, пожалуйста, не надо! Давайте договоримся, пожалуйста! Нет, прошу! Не бойся, больно не будет. Нет, 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 нет! Поздравляю вас с завершением испытания. Кто у нас победитель? Я. Поздравляю, Пробирыч. Что же, теперь можем отправляться в общежитие.
Бесполезная дура! У тебя была всего одна задача — отдать Буке кристалл. И даже это ты сделать не смогла. Это не я. Что-то спасло его. Да мне наплевать! Будем тогда дальше придерживаться основного плана. Скоро к нам прибудет первый гость. Надеюсь, что когда все случится, ты будешь более полезной.